Всем привет! Вы на канале 1000 меню. Сегодня мы приготовим жареные баклажаны с соевым соусом. Отличная закуска, подойдет под любые крепкие напитки или просто так. С помощью специй можно регулировать итоговый вкус блюда. Для праздника и будней, для детей и взрослых. Всем, кто любит баклажаны, готовить обязательно. Понадобится 350 граммов баклажанов, 100 мл растительного масла, 2 зубчика чеснока, 3 веточки петрушки, 3 столовые ложки соевого соуса, черный молотый перец, соль. Масло я брала подсолнечное рафинированное, но также подойдет оливковое для жарки или другое растительное. Баклажаны промойте, обсушите. Срежьте хвостики. Нарежьте баклажаны вдоль длинными ломтиками толщиной около 5 мм. Баклажан берите плотный, не вялый, с упругой блестящей кожицей. Баклажаны посыпьте солью, сложите в миску и оставьте на 20 минут. Затем протрите салфетками от соли. Это нужно, чтобы отбить у овощей горечь. Обратите внимание, что в некоторых случаях нет необходимости в удалении горечи из баклажанов. Обычно не горчат молодые овощи, а также некоторые особые их сорта. Баклажаны нарежьте длинными полосками толщиной около 1 см. По желанию можете нарезать овощи полукружьями. Чеснок очистите от шелухи и мелко порубите или пропустите через пресс. Петрушку ополосните, отряхните от влаги и мелко порубите. По желанию можете заменить или дополнить другой зеленью, например, кинзой, укропом, зеленым луком, или использовать смесь разных трав. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите баклажаны и обжарьте 8-10 минут до золотистой корочки. Важно следить, чтобы баклажаны стали мягче, но сохранили форму, не развалились. К баклажанам влейте соевый соус, всыпьте черный молотый перец. По желанию можете добавить и другие специи – уцхо-сунели, хмели-сунели, кориандр или паприку. Всыпьте измельченный чеснок. Жарьте, аккуратно помешивая, еще около 3 минут. Выключите огонь. Добавьте измельченную зелень и перемешайте. Накройте сковороду крышкой и дайте блюду настояться около 10 минут. Понравился рецепт? Тогда жду ваши отзывы и комментарии под этим видео. И не забудьте подписаться на мой канал. Столько интересных плюшек и кулинарных лайфхаков вы еще не видели. А чтобы не пропустить новые интересные рецепты, нажимайте на колокольчик. Для тех, кому удобнее готовить, имея перед глазами пошаговые фото, я оставляю активную ссылку в описании под этим видео на сайт 1000 меню. Очень рекомендую. Это не просто кулинарный сайт, это сайт нового тысячелетия, где в один клик можно поменять количество порций в рецепте, а программа автоматически рассчитает нужное количество продуктов. И это только малая часть возможностей. Если вы за ПП, ЗОЖ, то 1000 меню станет отличным инструментом, чтобы посчитать калорийность блюда, соотношение жиров, белков, углеводов и даже гликемический индекс. И бомба, которая нравится абсолютно всем, это личная рецептосохранялка. Все ссылочки в описании.